Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Друзья, в сегодняшнем обзоре я расскажу вам о монете номиналом 1 копейка 1953 года, а вернее о редком варианте исполнения данного номинала. Давайте сначала об обычной копейке, которая продолжает выпускаться Ленинградским монетным двором гигантскими тиражами. Алюминиевая бронза пока не подозревает, что ее скоро заменит латунь. Вес монеты остается равным 1 грамму. Диаметр самой мелкой мелочи имеет значение в 15 мм. Копейка довольно тонка, всего 0,9 мм. Два варианта аверса и два варианта реверса подарили коллекционерам разновидностей все 4 возможные сочетания. Кажется, что возможности исчерпаны на 100%, но это далеко не так. В некоторых каталогах мы увидим не 4, а целых 6 позиций, посвященных тиражной копейке. Оказывается, что ряд нумизматов штемпель штампа 2.1 разделяет еще на 2 подвида по ширине канта. Как раз оба подвида представлены на ваших экранах. Друзья, если каталогизировать монеты подобно современным признакам, то расстояние от элементов рисунка до канта имеет значение. Как мы видим, для монет с тонким и широким кантом оно различно. Но Андрей Федорин, гуру нумизматики, не считает ширину канта чем-то особенным. Поэтому в его каталоге штамп 2.1 присутствует в единственном варианте. Да и остальные каталоги пока лишь прибавляют к тому же самому обозначению символ звездочка. Заканчивая разговор о штампе 2.1, заметим, что монеты с ним встречаются все-таки очень редко. Так вот, друзья, давайте вернемся к нашей очень редкой позиции. В 1953 году появилось несколько разновидностей монеты 1 копейка. Но среди них одна разновидность представляет большую ценность. Ее главными отличительными деталями является солнце с венчиком и ровные буквы и цифра 3 без наклона. Есть, конечно, еще очень много других нюансов, но я постараюсь все подробно рассказать. Друзья, если положить монету гербом к себе и посмотреть на солнце, то на одних монетах 1953 года оно изображено с толстой контурной линией. Мы его называем просто венчик. А на других без нее. Это единственная штемпельная пара, экземпляры которой встречаются неимоверно редко. Востребованность ее очень велика, так как «мастера» в кавычках, выпускающие подделки в ущерб коллекционерам, уже предприняли попытку запустить на аукционы так называемый раритет, опять же, друзья, в кавычках. Венчик солнца, которого был создан ручной работой на подлиннике с безвенчиковым аверсом штампа 2.2. На ваших экранах фрагмент аверса монеты, проданный в январе на одном из нумизматических форумов за сумму более $3000 США. И, возможно, афера бы и не вскрылась, а купленный экземпляр по-прежнему составлял гордость чьей-то солидной коллекции. Но вдохновленные успехом мастера решили обогатиться еще раз, выставив через 2 месяца еще один такой же раритет. Коллекционеров-нумизматов это, конечно, насторожило, что один и тот же регион в столь короткое время стал поставщиком редкостей высшей категории. Крупные снимки и первого, и второго экземпляра подвергли тщательному изучению. Эксперты указали, что венчик на единственное отличие штампа 2.1 от штампа 2.2. Эти отличия присутствовали на рядовых подлинниках 2.1а, но их не нашли на аверсе венценосных фальшивок. Задается вопрос, как же появился венчик. И специалисты от известной фирмы «Монеты и медали» ответили. Они досконально изучили вторую монету и пояснили, что венчик набран металлом монеты от лучей к краю солнца. По этому поводу разразился очень крупный скандал.
Ну, честно признаться, друзья, завершение этого конфликта я не знаю. Поэтому я не буду вас вводить в заблуждение. Друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать его лайком, поделиться с друзьями, разместить в одной из соцсетей. Это очень поможет развитию моего канала. Друзья, на этом я буду прощаться. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго.